Для кого ты лучше всех? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот как-то вы, возможно, последнее время закрылись, закрыли свой внутренний мир от окружающих. То есть вы уже не делитесь так своими какими-то мыслями, переживаниями, планами. Вы больше, может быть, любите одиночество, уединение какое-то. Вы можете стать, либо же стали не так давно, более такой молчаливый, более грустный, более вдумчивый. Почему? С чем это? В принципе, это и к гадалке не ходи, как говорится, да? Это произошло из-за любви, из-за несчастной любви, из-за потерянных отношений, может быть, да? Здесь, скорее всего, идет разрушение отношений, поэтому вы и немножко так внутренне, что ли, трансформировались. Плюс здесь еще добавляется какое-то разочарование вообще в людях. Здесь могут проигрываться, знаете, ситуации, когда вы, может быть, еще с кем-то, да, были в таких классных дружеских отношениях, да, с друзьями, да, вы могли разочароваться в друзьях, вы могли разочароваться в ком-то из родственников, в каких-то коллегах, да, которым вы доверяли. То есть здесь такой микс. Здесь не только женщина по жизни вас разочаровала. Поэтому вы и закрываетесь, поэтому вы и думаете, что вот я сам себе и помощник, я сам себе опора, да, все свои проблемы я буду решать сам. Плюс еще, возможно, из-за этого вы, стали, может быть, более вспыльчивый, да, и поэтому вы еще, не хотите никого обидеть, да, понимаете, что вы можете в порыве страсти такой, злости, да, наговорить что-то человеку, поэтому считаете, лучше я закроюсь, лучше я побуду один, но я никого не буду трогать, потому что одно неосторожное слово, и вы можете взорваться. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Давайте сделаем маленький такой опрос. Закрыты вы последнее время от общения? То есть не делитесь вы с окружающими какими-то своими переживаниями, мыслями, да, страданиями, проблемами. Либо же вы такой, как и раньше. Либо же вы открыты, все нормально. Напишите. Вы человек, который на сегодняшний день вы точно не настроены на любовь. И плюс ко всему вы не видите даже достойную женщину рядом с вами. Как-то, не падает глаз на такую женщину. Это не потому, что вы совсем уж там не смотрите на женщин, да? Можно отмечать, что там, да, красивенькая, хорошенькая, но вы как будто в спячке, да? Вы взяли такую паузу однозначно в личной жизни. Кто-то осознанно, у кого-то она, так сложилось, да? Не хочется просто, не хочется, да? А кто-то действительно из вас принял решение, что не хочу я больше, не хочу ни с кем быть, ни с кем жить, никаких отношений. Может еще проиграться, что вы, для себя решили, иногда можете романить, в будущем, да, потому что это не сейчас, это не на сегодняшний день. Далее, у кого-то из вас может сейчас быть немножко проблемы по здоровью. Возможно, приболели, кто-то может быть на больничном, может быть какая-то травма, может быть еще, знаете, реально такое депрессивное настроение. Отзовитесь, ребят, потому что мне показано, у кого-то из вас, действительно, такая депрессия. Почему? Предательство, ребят, предательство и деньги. Это может быть два в одном, да, когда женщина и подвела, еще хочет и развести на деньги. Напишите, у кого это проигрывается. Это, конечно, такой двойной удар, это тяжело перенести, но я вам, забегая вперед, скажу, у кого сейчас такая вообще печаль печальная, вы очень скоро выкарабкаетесь из такого положения. Вы человек справедливый, вы человек чести, совести, стараетесь так поступать по жизни и того же ждете от других людей.
К сожалению, люди не всегда к нам относятся так, как мы этого ждем, либо как этого заслуживаем. Поэтому у вас и разочарование, да, потому что, ну, это, в общем-то, нормально, когда человек вот по-порядочному, по-честному относится к другим, а к тебе с враньем, с лестью, с ложью какой-то, да, ну, как здесь не разочароваться? Ну, давайте-ка смотреть, мои хорошие. Для кого же вы лучше всех? Я буду разные ситуации рассказывать, поскольку это общий расклад, а вы примеряйте под себя, кому что подходит. Итак, для кого же вы лучше всех? Поднимаем наше настроение, ребятушки. Хочу вас всех заразить своим позитивным позитивом. Так, для кого же вы лучше всех? Во-первых, смотрите, мне показано, что, ну это не то, чтобы вы прям лучше всех, но мне показано немножко вот с другой стороны как бы ситуация, что вы не то, что лучше всех, но вы на работе, вот вы на работе очень ценный сотрудник. И, ну, в каком-то смысле можно сказать, что для начальства, может быть, даже для коллег, вы чуть ли не лучше всех. То есть вы лучший, может быть, мастер, там, вы лучший, я не знаю, там, ну, короче, лучший сотрудник. Поэтому вас ценят, вас берегут, вас боятся даже потерять на работе, потому что, ну, в принципе, вы мастер своего дела, вы профессионал, вы умеете все сделать качественно, и, в общем-то, вы достаточно такой, ну, человек, с которым легко найти общий язык. Вот легко. По крайней мере, начальство с вами не конфликтует. Далее мне еще показан такой момент, ну, просто до мурашек, наверное. Знаете, люди, для которых вы лучше всех были, ключевое слово «были», кто-то из этих людей сейчас на небесах. Ну, то есть они стали вашими ангелами-хранителями. У кого-то это мама, папа, да, бабушки, дедушки, близкие люди, которые вас любили, вы для них были лучше всех. У меня прям опять мурашки побежали. Я не могла это не сказать, да, хоть и этих людей нет уже с вами, но, тем не менее, мне показано, вот эти люди, они даже сверху, с неба смотрят на вас, хоть они уже в другом мире, они вас видят, они вас слышат. Причем даже вы сами можете иногда их тоже, ну, то ли слышать, какие-то звуки, может быть, какие-то прикосновения, да, вот, либо так в полудреме они к вам приходят, вы можете тоже их замечать, но считать, либо это сон, либо это показалось, либо там еще что-то. Но они к вам приходят, потому что они даже там скучают за вами. Потому что вы для них лучше всех. Каждый из вас. Далее, смотрите, те из вас, кто связан с армией, с формой, там, где горячо вы находитесь, вас очень ценит ваше, ну, вышестоящее начальство. Вы точно так же ценный для своего начальства. Вас ценят ваши ребята. Ну, как там, взвод, рота, да, ну, то есть вот с кем вы так, возможно, даже дружите. Я сейчас говорю о о наших ребятах. Поэтому вот вас ценят как человека. Хоть вы и находитесь там, где горячо, там, где тяжело, там, где порой бывает невыносимо, но вы совершали какие-то такие поступки, может быть, ради своих вот именно ребят, которым тоже тяжело, так же, как и вам. Возможно, вы кого-то спасли. Возможно, вы кого-то, я не знаю, там из-под пуль вытащили, да. Может быть, кому-то реально там, ну, я не знаю, разные бывают ситуации, может быть, жизнь спасли в самом прямом смысле слова. Вас ценят как человека очень такого сердобольного, хотя характер у вас бывает очень часто, ну, такой довольно жесткий и вспыльчивый, как я уже сказала.
Вы ценный друг, вы ценный сотрудник, вы вообще ценный человек. Далее, для кого вы еще лучше всех? Давайте-ка смотреть. У кого-то из вас был любовный роман, ну, либо же отношения. Отношения были бурные, страстные, но очень короткие. Смотрите, вы оставили такой неизгладимый след в душе женщины. Может быть, у кого-то это не одна женщина проиграется. Вот именно след как любовник. Вы в памяти у этих женщин остались как самый лучший любовник, который был в их жизни. Это огромный плюс, я вам скажу, даже такой маленький женский секрет. Любая женщина помнит лучшего любовника в своей жизни. Худшего, конечно, тоже помнят женщины, но вот вас помнят как лучшего. Активный, страстный, да, такой неутомимый и так далее. Поэтому для определенных женщин вы тоже лучше всех. У кого это проигрывается, ребят, вспоминайте, с кем вы крутили короткие романы, может быть, кто-то в командировку ездил, да, то есть такие-то короткие отношения. Далее, те из вас, которые имеют детей, а здесь, просто, я не знаю, здесь для ребенка вы, наверное, просто как божество. Здесь очень теплые отношения с ребенком. Помимо того, что вы помогаете, может быть, и финансово, вы как-то вкладываете душу в эти отношения, причем могут они быть не очень-то регулярными. Они могут быть, ваши встречи, общение, совсем не так часто, как вам бы хотелось, по разным причинам. Кому-то мама не разрешает, у кого-то, может быть, работа не позволяет часто видеться, да, может быть, вы в отъездах бываете. Но то, что вы пытаетесь вкладывать душу и финансы в воспитание вашего ребенка, это однозначно. Так вот, у кого дети постарше, там подростки и плюс, да, и старше, вы для своего ребенка как друг. Вы не просто наставник, вы такой большой-большой друг, с которым ваш ребенок может посоветоваться, спросить что-то, да, если сложно, может быть, поддержку какую-то, помощь ищет именно у вас. Даже не у мамы ищет поддержку, а вы главный. Я бы даже сказала, что для вашего ребенка вы лучше всех. Почему-то принято считать, что мама на первом месте. Нет, у вашего ребенка вы на первом месте, вы лучше всех. Далее, у кого-то из вас есть, такой близкий друг, приятель, с которым вы уже много-много лет можете дружить. Кто-то, может быть, со школы дружит, с института, с детства, неважно. Вы знаете, у вас настолько сложились такие теплые отношения, вы, я не знаю, наверное, уже как братья стали. У кого это резонирует, вы понимаете, о чем я говорю. Реально, это такой человек, которого вы никогда и ни за что не променяете и не предадите. Вы просто не сможете этого сделать, потому что вы уже просто, я не знаю, как сиамские близнецы с этим человечком. Вы настолько уже просто близкие, родные люди. Вы знаете, что вы этому другу своему можете в любое время дня и ночи позвонить, написать, и он примчится, он поможет, он подскажет. Точно так вы ему сможете помочь в любое время. Поэтому вы друг для друга, опять-таки лучше всех, да, и этот ваш друг, я думаю, он не имеет больше, так же, как и вы, он не имеет других близких друзей. Вы пара, вы пара, и другие вам особо не нужны. Да, есть приятели, но приятели это немножко не то. А вы как братья, вы друг для друга лучше всех, и это здорово, потому что дружить тоже нужно уметь. И сейчас такая жизнь, к сожалению, не всем везет на верных, преданных друзей. Для кого вы еще лучше всех?
Ух ты, кто к нам пришел? К нам пришла предательница, изменщица, с которой у вас была семья, скорее всего, которая врала вам, которая изменяла, которая пыталась вас унизить, оскорбить и так далее. Но только сейчас она поняла, вот спустя уже, может быть, даже много времени, она поняла, что вы для нее лучше всех. Почему? Финансы, ребят, вы гляньте, ну финансы, финансы. А я-то уж было подумала, что она про любовь, да, что вы лучше всех, что она поняла, может быть, любит. Нет, вы ее обеспечивали лучше всех, вы ее кружили лучше всех. И вот нарвалась она, вот что она получила, да, за свое вранье, за свою корыстность. То есть вы поставили жирный крест на этой женщине. И теперь, конечно, она осталась при бубновых интересах. Ну, давайте-ка еще немножечко посмотрим, для кого же вы еще лучше всех, да? Так. Те из вас, кто имеют, может быть, поскольку это общий расклад, да, те из вас, кто имеют, может быть, начальные самые отношения, кто только познакомился, у вас еще конфетно-букетный период, либо же еще может проиграться, вот у вас в ближайшее время будут новые отношения. Для этой женщины вы будете лучше всех, причем вы можете стать, ну, законной семьей. Эта женщина будет вам просто послана свыше. Эта женщина будет ваша такая вторая половинка. Для этой женщины вы будете лучше всех, и больше никто ей не нужен. Вот она влюбится в вас по самое не могу. И это у вас будет взаимно. Ну да, вот на дне колоды даже станет вашей императрицей, то есть женой. И вы будете, либо уже для кого-то, если есть женщина, вы лучше всех. Поэтому, мои дорогие, вы посмотрите, какие вы потрясающие у меня мальчишки. У каждого есть какая-то классная черта. У каждого есть люди, которые вами дорожат, кому вы нужны. И я вам желаю от всей души, чтобы наконец-то в вашей жизни появилось то счастье, тот покой, и чтобы вы каждой клеточкой ощущали, что вы любимы, что вы нужны, и что вы лучше всех для одной единственной женщины. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!